Почему тормозят 4К фильмы? Вроде бы на мощном ТВ-боксе и с интернетом больше 200 мегабит. Но тормозят, заразы. Ребят, решение очень простое. Вернее, не решение, а причина очень простая. И многие ее просто-напросто не понимают. Поэтому объясню вам сегодня на канале Технозон. Поехали. Слушайте, на главной странице моего канала, и вы сразу видите вот такой вот у нас NetStat, это у нас мониторинг трафика, мониторинг скорости и трафика, само собой. И именно в нем кроется вся загвоздка. И кроется она настолько, я вам сейчас перечислю все эти причины, и кроется конкретно не только в скорости интернета, еще в некоторых вещах. Но перед этим подпишитесь, нажмите колокольчик. И, конечно же, ссылки на нормальные ТВ-боксы лежат в описании под видео. Так вот, описываю вам ситуацию. Дело в том, что человек, насмотревшись моих обзоров, видит, что в них все работает, идет и покупает очень мощный, хороший ТВ-бокс. Давайте так будем говорить, например, Nvidia Shield TV. Ну или там Yugus AM6 или Yugus AM8. Или, я не знаю чего там, или Amazon. Неважно, это не суть-то дела, но покупает. Или Zidu. Хорошо, все, давайте остановимся. Неважно какой ТВ-бокс, но действительно хороший ТВ-бокс, который стоит, там, грубо говоря, хренолиард долларов. Все, вот он купил, он думает, ну все, у меня мощный ТВ-бокс, он сможет обрабатывать все видео, которое ему дают, но при этом мне нужен быстрый интернет для того, чтобы это все очень быстро работало. Да, и он идет, находит провайдера и подключает 1 гигабит, заветный 1 гигабит. Кто-то подключает 100 мегабит, 200, 300, 500, и вот этот вот заветный 1 гигабит, и он думает, что он сможет смотреть 100 гигабайтной раздачи, будем называть все своими именами, через определенный вид сервера, да, там онлайн, грубо говоря, торренты онлайн. Но по сути получается все намного по-другому. Или даже на каких-то сервисах, онлайн-сервисах он начинает смотреть это все с затыками и фризами. И получается, что человек убегал от того, чтобы закачивать, но пришел к тому, что без этого он смотреть ничего не может. И у нас появляются несколько причин вот такого вот действия. Что с этим делать, дальше я вам тоже расскажу. Смотрите. Первое. Мощный ТВ-бокс. Действительно, он важен. Хороший ТВ-бокс – это залог того, что будет декодировано все, что вы ему подсунете. Это раз. А во-вторых, он сможет нормально обрабатывать тот поток, который идет. Это вот основополагающая ситуация. То есть и ТВ-боксы такие у нас, в принципе, от эры iMlogic S905X2, они появились, практически все могут обрабатывать там раздачу в 100 гигабайт. 100 гигабайт могут все абсолютно. Дальше хороший интернет. Да, действительно, нужен хороший интернет. Или, допустим, кстати, вместо ТВ-боксов смарт-телевизор там купили тоже. Нужен хороший интернет. Я когда-то делал, допустим, видео о том, какой интернет нужен. Я его переделаю скоро. Но смотрите, вы заходите, подключили заветный какой-то интернет. Допустим, вы идете в этот свой спид-тест. У меня провайдер гигабит, кстати, один из лучших в Запорожье. И делаете просто тест по умолчанию на тот же самый внутренний сервер нашего провайдера. И получаете какие-то хорошие цифры. Сейчас у нас стартует тест, мы видим NetStat, мы видим, чтобы это все было честненько. То есть у меня сейчас показывают 1.4, 1.2 гигабита, 1.3. И вы смотрите на цифры и думаете, блин, а должно же все работать. Должно же все работать, фильмы-то должны раздаваться. А вот теперь по существу. Для того, чтобы смотреть, допустим, YouTube 4К, вам само собой понадобится, мы сейчас выключим звук, вам само собой понадобится тоже немало. То есть на текущий момент у нас работает YouTube в 480p, даже в 480p мы видим там в пике 15 мегабит, 20, ну давайте включим 4К и посмотрим, сколько у нас в пике. При переключении 230 было пикового, а среднее значение у нас скачет 59 мегабит. 59 мегабит. И вы должны понимать, что подключив, например, 100 мегабитную сеть, 59 мегабит это у вас будет потреблять один источник. И тут у нас, я остановлю это все видео, и тут у нас вступает такое правило, что ваш роутер на один источник должен выдать 59 мегабит. А если у нас появляется 2 источника, 3 источника, 4 источника, я вам расскажу одну такую вещь, что при появлении не источника, а потребителя, при появлении, допустим, 2-3 источников, вот эта вся
пресловутая канальная скорость каких-то роутеров достаточно дешевых, она делится на всех потребителей примерно поровну, и у вас из 100 мегабит на каждый получается там по 30 мегабит. И уже вечером вы садитесь посмотреть телевизорчик, включили там ютубчик, например, и у вас начинаются фризы, вы говорите, а у меня 100 мегабит. Ого. И тут у нас всплывает еще следующая вещь. Роутер. Нам нужен хороший роутер. Хорошо, к хорошему интернету, хорошему ТВ-боксу нужен хороший роутер. Все, отлично, вы пошли в магазин, опять купили хороший роутер, все суперово, отлично. И возникает ситуация, садитесь все равно вечером, включаете ютубчик, включили ютубчик, и он начинает опять фризить. Вы смотрите 52 мегабита, все, там 56, ну вот смотрите, да, это 4К, это еще не HDR, чтобы вы понимали, в пике HDR здесь будет там за 60, за 70 вываливать. Блин, думаете, да что ж такое, и роутер-то нормально. Наверное, Bubble врет. Останавливаю дальше свой ролик. Наверное, Bubble врет. Я вам объясню. Дело в том, что не каждый провайдер дает реальную скорость. И когда вы со своим провайдером идете в спид-тест и, например, делаете тест куда-нибудь подальше, а я советую вашего провайдера проверять, ну, например, я нахожусь в Запорожье, и я сделаю тест на Вену. То есть, вот Вена, у которой 10 гигабит аплинк. Я сейчас сижу, я вам сейчас покажу канальную скорость. Смотрите. То есть, все зависит от трассы вашей до конечного источника, откуда берется контент. Это очень немаловажный момент. У меня сейчас коннект 2,5 гигабита. Пожалуйста, вы все увидели. Я стартую, и я должен получить вот приблизительно такие цифры. То есть все так надеются. Но когда они начинают делать тест куда-нибудь подальше, они удивляются, а чего ж такое-то? И там далеко не 100 мегабит, а, например, 10. Вот у меня сейчас показывает 1,7 гигабит на загрузку, 1,8 в пике, 1,9 в пике, вот оно регистрирует, какие-то пакеты проходят. Здесь просто может быть разница, потому что здесь вычитается служебный трафик, здесь нет. Здесь идет весь трафик. И на отдачу у нас идет 1,9 гигабит. И здесь действительно будет это дело работать. Хорошо. И вы понимаете, стоп, так меня провайдер наежил. И мы доходим до основополагающей. Провайдер-то наежил. И у вас не 100 мегабит по факту на мир. Потому что весь контент берется не от вашего провайдера, а берется от какого-то провайдера, черт знает где стоят эти сервера. И в частности, если брать Google. А если брать про там какие-то сервисы, я не могу их называть, к сожалению, очень сильно лютует YouTube. Там какие-нибудь резки там и все остальное. Где они стоят? Вы туда тестировали скорость вашего провайдера? Нет, поэтому желательно тестировать куда-то на Амстердам. Я вам покажу пример. Смотрите, то, что на Вену у меня 1,5 на 1,8, давайте попробуем куда-нибудь Амстердам. Вот, Амстердам на NetProtect. Вот и посмотрим, какая у нас трасса до NetProtect. Те, кто сведом в этих всех сетевых делах, им это объяснять не нужно. И реальная скорость вашего провайдера далеко не та, которая прописана в вашем там контракте. Вот, пожалуйста, на Амстердам у меня из десятки, которая там дает всего лишь 450, но при этом я тоже смогу смотреть. А сколько у вас даст? И чем дальше сервера, тем хуже будет. И из этого кроется следующий момент, что не каждый провайдер у нас хорош. Ну вот на отдачу у нас дает 1,7, 1,8. Все хорошо. Тут, в принципе, возможно, там где-то на download сейчас этот провайдер там просел, и у него выкачиваются большие данные. Но на upload он дает 1,8. Хорошо. А теперь мы добираемся до самого вкусненького. Мы добираемся до раздачи. Вы говорите, ну стоп. Раздача это же децентрализованное действие. Peer-to-peer, елки-палки. Ну, я называю point-to-point, в разных вариациях его используют. Вообще peer-to-peer, он может интерпретироваться как point-to-point, точка к точке, не столь суть важно. А теперь, кто сказал, что у тех поинтов или у тех пиров нормальный интернет на отдачу? И тут мы понимаем, что мы смотрим где-нибудь на раздачу и думаем, елки-палки, а там 20 пиров. Хорошо, на 100 гигабитный сможем посмотреть или нет? А битрейт, например, фильма 68 Mbps. Но если 20 пиров отдают со скоростью, допустим, в 10-15 мегабит,
Чего я вам объясню, почему я так говорю, потому что зачастую в Европе там и во всех этих странах на загрузку идет там большой пакет. Допустим, я в Германии брал когда-то 250 мегабит на загрузку, и там идет всего лишь там 15 или 35 на выгрузку, из них которых реально можно получить 15. И вот эти 20 умножаем, сейчас мы сбросим 20, умножаем на 15, мы получаем 300 мегабит тотального, из которого, возможно, кто-то еще смотрит онлайн. Опа! И тут получается ситуация, если будет одновременно смотреть 2, 3, 4 человека, то все, мы уже с вами имеем граничную скорость. А если эти люди еще и выйдут или зайдут, а если таких людей больше, и мы получаем, что онлайн уже у нас есть под сомнением. Следующий момент, это именно касаемо 4К, потому что с 1080p там все проще. И следующий момент, это эра онлайн просмотра раздач. Когда люди отказались от идеи закачки, хранения и раздачи, начались проблемы именно со старыми торрентами, со старыми раздачами. То есть, по сути, у людей сейчас есть ситуация того, что они смотрят, что, допустим, 40 пиров, и там 20 смотрящих, там, грубо говоря, 20 человек, которые качают, якобы качают, но это показатель может быть о том, что 20 человек смотрит, и из них еще 20 по чуть-чуть через тот же самый торсерф раздает через Matrix. И получается у нас ситуация, что все зависит от качества тех раздающих. А эти раздающие пока смотрят, они чего-то раздают тот сегмент, который они смотрят. И у нас количество реальных пиров снижается в 10, в 20 раз. И мы получили на текущий момент, что старые 100-гиговые торренты, их некому раздавать, потому что их никто не закачивает и не смотрит. И я этим вот просто вам говорю, что эра торрент онлайн просмотра, она сузилась, она не закончилась, она сузилась до новинок за последние 2-3 месяца. И то 3-месячную попробуй еще найди там пиров. То есть пока новый, все там быстро закачали, все быстро начали раздавать, все там посмотрели и все хорошо. И мы с вами получаем сейчас ситуацию того, что онлайн умирает. Вы можете со мной спорить или нет, но то количество комментов, которые у меня сейчас есть в YouTube, в Телеграме, я купил мощный ТВ-бокс, у меня 200 мегабит провайдер дает, и я не могу смотреть 4К. Почему ты не можешь смотреть 4К? Потому что тормозит, и ты обманул, этот ТВ-бокс не может. И все начинают обвинять меня и начинают обвинять ТВ-бокс. Причина не во мне, ребят, причина в вас. И в том, что вы делаете, что вы заказываете. Это необдуманный заказ провайдера, который не дает реальную скорость, необдуманные действия в отношении там, раздачи и всего остального. Самые честные здесь пользователи Зиду. Они привыкли смотреть онлайн в каталогах. Вот там вот все, конечно, не онлайн, а офлайн в каталогах, потому что там это все красиво сделано. Там это все, конечно, круто. И Плекса. Те, кто смотрит через сервера Плекса, они закачивают и смотрят. На данный момент, то есть мы с вами имеем основные приоритеты, как может сложиться то, что вы сможете смотреть контент 4К онлайн. Первое, вам нужен мощный ТВ-бокс. Второе, вам нужен мощный роутер. Третье, вам нужен реальный честный провайдер. И четвертое, смотреть тот контент, который раздают люди именно там, где есть раздающие. Это что касаемо онлайн раздач. Если говорить про YouTube, то там, 50, 60, 70 мегабит реальных, да. Поэтому 100 мегабит я вот на текущий момент при просмотре 4К вообще не рассматриваю. Это мое мнение. Вы можете со мной спорить в комментах сколько угодно. Дальше. Для того, чтобы возродить онлайн просмотр, вы должны сейчас начать качать и раздавать. Это то, что моя рекомендация. А вот насчет сервисов каких-то, так вот, чтобы вы понимали, на многих сервисах уже закрыта регистрация. Например, там, я не буду называть некоторые сервисы, которые уже не справляются с наплывом онлайн просмотра. И у нас остаются варианты онлайн-просмотра, например, платного. Netflix и все остальное. То есть, если я зайду на Netflix, я, кстати, сегодня буквально там посмотрел шикарнейший фильм. И зашел я, допустим, на Netflix, включил там просмотр,
конечно, мы все замылим, кроме вот этого мониторинга. И мы уже тут с вами будем смотреть, что мы имеем. А вот для платного просмотра, еще и через AV1 кодек, который сейчас используют Netflix, ну, допустим, Netflix использует, но они немножко модифицированный свой, то тут и скорость-то не сильно-то большая нужна. При том, что вы будете смотреть в оригинальном качестве. 137 мегабит было в пике. Кстати, 137 мегабит для Netflix в пике, это очень интересно. Интересно, очень интересно. 2.2, 10.3, то есть оно берет поток и потом уже берет буфер. 128 мегабит было в пике, а вообще в среднем у нас получается в пике? 42.5, что еще? 77.2, короче. То есть для того, чтобы посмотреть сервисы, вы, получается, сможете, грубо говоря, иметь интернет до 100 мегабит и уже выбирать вам. Либо мы качаем, либо мы смотрим платное, либо мы не смотрим вообще. И для меня основной момент из того, что я вижу... О, кстати, вот сейчас YouTube у меня 63 в пике, 57, 63. Основной момент, который я вижу, это именно нежелание людей и непонимание людей, что шары не будет. Либо платим, либо качаем. Другого не дано. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.